Итак, всем привет! Сегодня я хочу вам показать новое мое приобретение. Отрезной токарный резец фирмы FTT. Брал на Алиэкспресс китайский резец. Раньше я отрезал, пытался вот этими вот с напойными пластинами резцами, помните, наверное, да? Стачивал на 3 миллиметра и так далее. Но потом один добрый человек, Николай Леонтьев, мой подписчик, спасибо, Коль, тебе за совет большое. Вот. Он мне рассказал, что он режет именно этими, тоже мучился и в итоге перешел на китайские резцы. И, ему нравится, все нормально. И я решил разориться, купить этот резец, хоть он и дороже в 10 раз таких вот резцов, но зато с пластинами с этими он себя окупает полностью. И по надежности, и по производительности. Так, резец я взял 25 на 25 державка, под пластину 3 миллиметра. Вот. С ним в комплекте, я ссылку оставлю на этот резец. В комплекте идет вот эта вот одна пластина фирмы FTT. Я ее не использовал, я ее берег для вас, чтобы показать именно вам, как она будет работать. Я еще не знаю, что это за пластина. Скорее всего, так себе. Потому что подарочные навряд ли хорошие будут. И там же на той же странице, где покупается резец, есть выбор пластин. То есть несколько видов. Я выбрал именно вот эти вот. Так, это у них маркировка. Сейчас посмотрим. Нарисована она здесь, написана. Написана маркировка. NC 3020. Вот, видно, да? Сразу попробовал точить ими, вроде ничего, нормально. Еще на той же странице, листая дальше, по рекомендации уже этой фирмы FTT, я еще прикупил пластины подороже, фирмы Dasan. Dasan, не знаю, я не слышал вслух ни разу это название, поэтому не знаю, как правильно. Dasan. Вот. Они, правда, стоят 700 рублей, эти пластины. Но зато, да, по сравнению с этими, вот эти пластины режут намного лучше. Я не пожалел, что я их взял. Все нормально. Отвалил за весь набор что-то чуть больше 2000. Но зато получается у меня теперь 20-40 резцов отрезанных. Нормально. Так, и теперь покажу, как отрезает. Отрезать я буду вот этот вот 50-й кругляк. Правда, полностью я его не дорежу. Он действительно на 50. Вот. Полностью не дорежу, потому что есть один минус в этом резце. У него вот этот вылет у него 2 сантиметра. То есть максимум 40. И то, если 40 отрезать, уже будет цеплять. Тут, конечно, уже не сравнить со старыми резцами напойными. У них можно резать большие детали. Ничего, это как-нибудь мы решим проблемку. Я ее просто не дорежу. А мне задача сейчас показать вам, как он отрезает. Вот. И как? Чтобы не передвигать болванку, я сразу начну, наверное, отрезать самыми лучшими, как на мой взгляд, то есть дальше от патрона. Потом этими, и под самым патроном попробую этой уже, как она себя поведет. Я же говорю, было бы хотя бы 2, я бы уже испытал. А так одна, поэтому испытания этой пластины будут уже при вас. Потому что у нее даже нет маркировки. Она пустая, у нее ни одной надписи нет, ничего. Я не знаю, что это за маркировка. На коробке тоже ничего не написано. А пластины фирмы Dasan, забыл вам сказать, у них маркировка, которую я купил. Так, на пластине тоже нету. Сейчас надо переворачивать и смотреть маркировку. Маркировка DM9030. Вот. Так как я не искушенный еще в этих пластинах, мне вот эти вот понравились больше всего действительно. Я думаю, они стоят своих денег. Так, все, сейчас я заряжаю кругляк и начинаем испытание. Что, капнем масла и вперед. Для новых зрителей я повторяю, вернее просто сообщаю, что я никакой не специалист, не токарь,
И начал я вообще строить станок только год назад, поэтому ошибок у меня будет куча, по-любому. Учусь на своем опыте, ну и благодаря роликам, которые выкладываете вы. Больше учиться здесь негде. Поэтому все. Где какие ошибки, поправляйте мне в комментариях, учите. За это вам большое будет спасибо. Поехали. Нет, все-таки я перебрал 50. А ну-ка попробую сейчас ближе к патрону. Потому что я 50 еще и не резал. Это я думаю, сейчас при вас тут повыделываюсь. 50 еще рано мне резать. А может обороты не те, может еще чего. Разбивку попробовать. Короче, частотник у меня еще не тянет, получается. Двигатель на малых оборотах. Много это сильно. Сейчас я поставлю потоньше. Фокус не удался, поэтому быстренько меняем заготовку и ставим вот такой вот вал. Так, а вал этот будет у нас теперь, вал у нас будет 32. Давайте лучше резать на 32. Так, тут, по-моему, сейчас у меня бить начнет, он кривой, ржавый. Опа! Ну-ка проверим. Да елки-палки, куда тебя? Не пускай, пойдет. Ну-ка. Зато на 32, по идее, можно его отрезать. Поехали. Да. Что ты ее... Движок слабоватый, блин.
получилось у меня почти по центру. Чуть-чуть на каких-то пару десятых, может быть, ниже центра, но ничего, нормально. Вот, короче, так он отрезает. И это лучшая пластина, которая... Сейчас я покажу вам какую, желтую пластину, что будет. Что отрезание зависит от многих факторов. Может быть, я чуть-чуть неправильно выставил резец и так далее. Почему-то, когда режешь без камеры, получается лучше. И точишь, когда без камеры, получается лучше. Сейчас я поставлю другую пластину и посмотрим ее. Итак, желтая пластина. Возможен даже вариант, что она сейчас отрежет лучше. Просто, может быть, я по-другому поставил резец, опять повторюсь, или еще что-нибудь. Ну, я-то резал уже несколько раз, и действительно, вот те черные пластины, они лучше намного. Так, ну поехали теперь здесь. Нет, она хуже все равно. Сразу чувствуется, что она хуже режет. Опа. Хуже. Хуже, хуже, хуже. И дробит больше. Ну ладно, все равно домучаю, дорежу. Запас есть, лишь бы державка целая осталась. Смотри, что делает. Ну вот, по-моему, видели, что на ваших глазах повозился я с ней намного дольше. Что тут сказать? Это уже не то, чем те пластины. Так, ну и попробуем сейчас третью еще. Итак, третья пластина фирмы FTT, без всякой маркировки и так далее, подарочная. Посмотрим, что она сейчас может. Я знаю сейчас, что многие собираются, наверное, уже писать комментарии, типа сделай оборотов поменьше и так далее. Ну, делаю меньше оборотов,
будет останавливаться двигатель еще. Короче, надо или мощнее мне двигатель, или тоньше резец. Ну, буду работать с ним. Все, поехали. Опа-на. Своеобразная пластинка. Пищит, но режет. Ай-яй-яй. Нет, все-таки в разбивку надо хоть как. Не получится еще на моем станке точить напрямую. Так, у нас там гроза заходит. Скоро и свет потухнет. Так, ну-ка я сейчас проведу эксперимент. Больше оборотов дам. Там уже тонко осталось отрезать. Ну что я могу сказать? Нормальная пластина. Она даже режет как-то мягонько. Врезается сначала, да, с каким-то непонятным усилием или штым, как сказать. Но зато потом оно идет плавненько, мягонько. Ну тут я уже посоветовать не могу, потому что у нее нет маркировки. Вот что. Я ссылку дам. И единственное, что могу сказать, что с этим резцом идет эта пластина. А что это за пластина, непонятно. Так, ну вот и весь обзор. Скажем так, слегка неудачный, но прятаться я не хочу. Что получилось, то получилось. Все, всем пока. У нас тут гроза, пора идти собирать цыплят, утят. Всем удачи.